11 февраля 1940 года. 9 часов 40 минут. Внезапно тишину разрывают артиллерийские залпы. Знаменитую на весь мир и самую мощную в историю линию оборонительных сооружений, линию Маннергейма, финны строили 20 лет. Но всего за 3 дня она будет прорвана бойцами 7-й армии под командованием Кирилла Мерецкого. Эта победа станет для него началом пути в легенду. Командарму Мерецкову суждено стать маршалом, дважды Героем Советского Союза, блистательно завершившим Вторую мировую войну разгромом миллионом японской армии на Дальнем Востоке. За 5 месяцев до начала Советско-финской войны, 20 июня 1939 года, Сталин вызвал к себе Мерецкого и приказал готовиться к боевым действиям. Сначала к обороне, а в случаях необходимости – к наступлению. Обстановка в тот момент складывалась угрожающая. На территории Финляндии шло большое строительство аэродромов, то есть создавалась инфраструктура для развертывания на этом стратегическом направлении больших вооруженных сил. Сталин не видел иного выхода, как нанести упреждающий удар. И вот 30 ноября 1939 года войска Красной Армии перешли границу Финляндии. Подготовка к военной операции проводилась в спешке. Сталин опасался, что Финляндия вот-вот станет плацдармом для нападения на СССР. Иностранные войска и флот, в первую очередь нацистской Германии, постоянно присутствовали на финской территории. И действия финнов нельзя было расценить иначе, как подготовку к войне. А до Ленинграда было всего 32 километра. Расстояние одного орудийного выстрела. Позже Сталин говорил: «Безопасность Ленинграда – это безопасность нашего Отечества, и обеспечить ее надо безусловно, а потому без войны не обойтись». Генеральный штаб во главе с маршалом Шапошниковым подготовил план, который был представлен по требованию Главного военного совета. Его исполнение было рассчитано на 2-3 месяца, и он требовал основательной подготовки. Но Сталин был категорически против такой масштабной операции, а потому Кириллу Мерецкову, командующему войсками Ленинградского округа, было предложено составить новый план, как победить Финляндию силами своего округа за 2 недели. Мерецков понимал, это невозможно, но спорить со Сталиным можно было лишь до определенного предела. Кирилл Мерецков чудом уцелел во время репрессий 1937-38 годов. Он находился в это время военным советником в Испании, одержал там блестящую победу над фашистами, которые превосходили его армию по численности в 6 раз. По итогам своей деятельности в Испании Кирилл Афанасьевич был награжден орденом Ленина. По возвращению на родину Мерецков обнаружил, что многие из его сослуживцев и командиров арестованы, объявлены врагами народа, их жены расстреляны или отправлены в лагеря, дети в детские дома. И он прекрасно понимал, в случае любой ошибки его жену и сына ждет та же участь. Неудачный исход финской кампании грозит Мерецкову репрессиями в отношении самых дорогих ему людей. Однако победить Финляндию, как хочет Сталин, за 2 недели невозможно. После мучительных размышлений Кирилл Афанасьевич находит в обороне финнов слабое место и предлагает использовать его. На Карельском перешейке и севернее Ладожского озера создать 2 ударные группировки. Первая – 8 дивизий, которые смогли бы выйти к линии Маннергейма. Вторая, она же главная группировка, должна захлестнуть севернее Ладожского озера и обойти оборонительную линию финнов. Суть этого плана была в том, чтобы исключить прорыв линии Маннергейма, но он не сработал. Главных причин в этом было 2. Первая – серьезная задержка с доставкой личного состава. Начинать наступление на решающем участке пришлось силами 4 дивизий вместо 7. Вторая – катастрофические промахи разведки, которая недооценила мощь укреплений на линии Маннергейма. Между тем, после бурных протестов мировой общественности, Лига наций объявила СССР агрессором и исключила его из организации. А советское наступление застопорилось. Сталин был вне себя. Ему было необходимо найти виновных. Кирилл Афанасьевич Мерецков спустя неделю с начала Советско-финской войны с должности командующего Ленинградским военным округом был снят
и назначен командующим 7-й армией, которая вела действия именно на Карельском перешейке, на ключевом театре боевых действий той войны. Это было направлением главного удара, которое было, безусловно, самым опасным. В Финляндии Красная армия столкнулась с невиданными до сих пор способами ведения партизанской войны. Коктейль Молотова. Финнами было выпущено 500 000 бутылок с зажигательной смесью и, конечно, массовое минирование. 386 километров минных полей, состоящих порой из самодельных мин и довольно часто в тылу советских войск. Мерецков вызывает специалистов электротехнической академии и ставит им задачу создать прибор для обнаружения мин за сутки. Трудно было предположить, что командарм мог требовать чего-то, о чем ни один советский ученый еще не додумался. Тем не менее, прибор был действительно создан через сутки, а через 3 дня началось его поточное производство. Только за финскую кампанию миноискатели спасли тысячи жизней. Теперь разведка. Командармом была поставлена задача узнать марку бетона, из которого сделаны укрепления, чтобы грамотно рассчитать необходимую мощь удара. Под прикрытием артиллерии и дымовой завесы разведчики подбираются к доту, взрывают его и уносят кусок конструкции. Вскоре советские артиллеристы получают информацию. Толщина стен 1,5–2 метра, бетон марки 600 с остальным армированием. Такую толщу снаряды до 200 мм не пробивают, а орудий большого калибра не хватает. И все же Мерецков находит способы уничтожать доты. Линия Маннергейма считалась неприступной всеми военными авторитетами мира. Мерецков использовал для прорыва этой неприступной линии танки. Саперы пробивали проходы в противотанковых заграждениях, а танк прикрывал личный состав. И невероятным новаторским приемом, который применил Мерецков, стали бронесани, листы бронированного железа. Их загибали, чтобы они могли служить защитой от пуль, и в них прятались бойцы. При 30-градусном морозе под перекрестным огнем противника, пользуясь тем, что танки в какой-то степени закрывали их, они на себе перетаскивали на крыши дотов взрывчатку с учетом 1,5 тонны на каждое сооружение. После мощных взрывов огневые точки уже не представляли для противника никакой ценности. Весь январь 1940 года армия Мерецкого проводит в разведке и учебе. Войска последовательно отводят в тыл, где они учатся штурмовать оборонительные сооружения, точную копию финских. Строятся дороги к фронту, полевые склады, пункты обогрева и приема пищи, бани. Также в войсках появилась новинка – химические обогревательные пакеты, которые можно было класть в валенки и карманы. Международная ситуация вокруг советско-финской войны начинала приобретать угрожающий характер. Англия и Франция призывают страны Скандинавии направить в Финляндию свои экспедиционные корпуса. Сталин приказывает ускорить наступление. Мерецков выводит на прямую наводку сверхмощные орудия калибром 203 и 280 мм. Теперь, когда разведка произведена, артиллеристы будут бить точно в цель. 11 февраля 1940 года начинается наступление, и армия Мерецкого добивается успеха. 15 февраля захвачена деревня Сумма, что означало полный прорыв главной линии финских укреплений. Финны отступали на последние оборонительные рубежи у Выборга. В Москву срочно прилетает финский премьер-министр Юхо Паасикиви. Торгуется он отчаянно. Сталин, напротив, не торопится. 11 марта он звонит Мерецкову и ставит задачу взять Выборг в течение 2 дней. К тому времени части 7-й армии полностью окружили город. Паасикиви, поняв, что Выборг обречен и дорога на Хельсинки открыта, 12 марта подписывает мирный договор на условиях Советского Союза. Красная армия решила поставленную перед ней задачу, вывела из войны довольно серьезного противника и отодвинула государственную границу от Ленинграда. Мерецкову еще не раз выпадет спасать Ленинград. Едва прибыв в город в первый день Великой Отечественной войны, он немедленно отдаст приказ бросить все силы на создание дополнительного рубежа обороны. Это позволит задержать немцев на целых 3 недели и в дальнейшем сохранит возможность подвоза продовольствия по дороге жизни. На 2-й день войны Мерецков будет арестован, подвергнут пыткам, а его освобождение через 74 дня назовут чудом. Волховский фронт под командованием Мерецкого будет прорываться навстречу Ленинградскому фронту. Так закончится блокада.
Мерецкого назовут маршалом северных направлений, и он будет идти на параде Победы впереди колонны самого северного из фронтов – Карельского. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!